Всем привет! Вы не на канале IT-борода, но вы в выпусках IT-борода Shots, специальные выпуски, которые мы снимаем для Anywhere Club, и через которые вы можете ближе познакомиться с профессией, вникнуть в нее немножко глубже, чем обычно, понять, куда расти и начать развиваться. Сегодня у нас выпуск про Data Science. В гостях Мария Иванина, senior Data Scientist. Все правильно? Все правильно. Отлично. Вначале расскажи немного про себя, где училась и как доросла до позиции. Да, значит, еще раз повторюсь, что меня зовут Мария, и расскажу немного о том, как вообще шел мой карьерный путь в IT. Я начала карьеру IT как .NET специалист, и это было еще на моем втором курсе. То есть мне захотелось получать какие-то практические знания, поэтому сразу там пошла в компанию Iteration, в ней закончила курсы. Мы там вместе работали. Да, прям в одних тех же годах. И тогда получила практический опыт, меня взяли уже на полноценную работу, на проекты, и я очень была довольна тем, что прямо уже с того момента я и получала теоретические знания в университете, и практически на фактической работе. То есть это было очень здорово, и так было у меня, я 3 года была .NET-разработчиком, все было прикольно, то есть это были и разработка новых фичей, и какие-то менторинги, то есть к тому моменту я уже была мидлом, когда после 3 лет работы, то есть менторила 2 людей. В общем, в целом все было очень даже интересно, то есть менялись проекты, была веб-разработка, был и десктоп, но потом у меня началось такое новое направление в учебе, в плане, что появились дипломные и курсовые работы, связанные с обработкой естественного языка. И когда мне эта тема очень понравилась, я начала углубляться, и после того, как закончила университет, то решила, что почему бы не пойти дальше, не изучать в магистратуре уже это направление. Поступила тоже, я закончила БГУ в ПМИ, и в этом же факультете у нас есть практикоориентированная магистратура, которая курируется Яндексом, ШАДом. И вот я пошла в Big Data Processing алгоритмы. И когда уже поступила туда, у меня появилась возможность уехать на 1 семестр по обмену в Штутгарт, чтобы заниматься своей магистерской, получить опыт от коллег в Германии. И я с удовольствием согласилась, даже уволилась с работы, потому что еще не знала, как все будет происходить дальше. И, находясь там, пообщавшись с учеными, с тем, кто занимался связанным с Data Science, я поняла, почему бы и нет, и еще совсем молодая, можно попробовать совсем новый для себя путь, и можно хоть ты был раньше middle-разработчиком или там уже мог сеньором быть, а пойти нужно на джуниор-специалиста в новой области. Но мне это очень понравилось, я решила, что необходимо дать силы на то, чтобы поступить на работу в этом направлении. И вот находясь еще в Германии, я активно начала заниматься, чтобы получить конкурентно преимущество, иметь знания, которые помогут устроиться на работу. И уже находясь там, собеседовалась в EPAM и в другие компании, но в итоге выбрала EPAM. Скажи, не хотелось ли тебе остаться в науке? Все-таки ты поехала в магистерскую, работу делать, защищать. Да, были мысли, но тут такой момент. Либо можно заниматься наукой, но нужно оставаться где-то в Европе, в других странах. Все-таки у нас в стране еще нет такой культуры, и не настолько высоко ценится именно теоретические научные исследования в нашей стране, можно так сказать. В Беларуси? Да, в Беларуси, в России, то есть в таких славянских странах. Но мы все равно должны были возвращаться по условиям нашего обмена, по-любому возвращаться в Беларусь, и я понимала, что чисто в теорию не хотелось бы уходить, все-таки хочется соединить и научные исследования, и практическую деятельность. И вот как раз Data Science здесь как раз на этой смежной области, где это можно все и поисследовать, и разработать, и, соответственно, увидеть, как это в продакшене все работает. Поэтому... Какая у тебя тема была дипломной магистерской? Ты сказала, естественный язык, обработка. У меня диплом был, это Co-Reference Resolution, то есть это... задача такая языка, что нужно, например, 2 предложения. В одном из них говорится, Мария кушает яблоки, а она замечательный человек. И вот что она это не яблоко, она это Мария, например. И вот что соединение, и вот из таких, это простой пример, но вот просто понимание, как объекты употребляются в тексте, и как они между собой связаны, и какая история с ними идет по течению текста. И в рамках магистерской ты тоже с этим работала? Да. Хорошо. Давай про Data Science. Что вообще за область знаний такая, когда она начала хайпить, наверное, можно сказать, хайпить? Почему?
Так, Data Science это такое направление, в котором совмещается несколько таких областей. То есть это и человек, который умеет программировать, и у него хорошая математическая база, который умеет делать какие-то научные исследования, и также еще дополнительно, что так это применение где-то в бизнесе, где-то для продакшена, соответственно, должно быть какое-то понимание бизнес-процессов, домена, различных областей, именно какого-то остальных каких-то инженерных областей. Вот. И когда вы соединяете всех трех моментов и направлений, то тогда уже какое-то получается достаточно неплохое понимание, что делать с задачей, как ее решать. И Data Science это наука о данных, тут уже как бы понятно из самого названия, и здесь необходимо начинать действовать от данных, то есть изучить, что они себя представляют, какую гипотезу мы хотим проверить с помощью этих данных. Хотим ли мы описать этими данными что-то, либо мы хотим прогнозировать на будущее что-то. То есть, например, что бывает задача, вот у нас есть какие-то закупки в прошлом году, а мы хотим спрогнозировать на следующий. Соответственно, только это прогнозирующая задача, где мы можем по историческим данным построить модель, которая нам будет предсказывать в будущее какие-то моменты и закупки и прочие какие-то вещи, связанные с аналитикой. Вот. И в Data Science это такое более общее понятие, в нем уже есть, то есть его можно решать как аналитически, как какими-то обработками просто данных, но можно это уже как бы, вот то, что я говорила, прогнозирование, это уже какое-то вот машинное обучение с построением модели. И оно это такое более классическое есть машинное обучение с более простыми моделями, какие-то регрессионные, классификационные задачи, а в ней еще подсогруппа это есть глубокое обучение, которое вот нейронные сети, какие-то computer vision задачи решаются, какие-то object detection, segmentation и тому подобное. Это вот уже еще под область вот этого всего. Но Data Scientist, он как бы понимает вот всю область в целом. Вот. И также как бы выделяют еще как бы machine learning инженер, то есть вот есть такая как бы разница. И это machine learning инженер, он как бы уже больше работает либо с machine learning, либо с deep learning, и он уже больше работает именно в модели, чтобы продакшн как-то их проскалировать, как-то сделать так, чтобы какие-то наработки чисто ученых, они уже были вот полноценно внедрены в какой-то большой проект. Так, хорошо. Какие самые популярные задачи сейчас решает Data Science? То есть с прогнозированием хороший пример, понятный. Я знаю, допустим, self-driving car были популярны. Они сейчас популярны. Нет, какие основные задачи Data Science решает именно прикладные? Прикладных, на самом деле, много, но то есть они тоже вот делятся на разные домены. То есть есть обработка естественного языка, то есть это и разработка чат-ботов, тех же, например, то, что, например, разговариваем там с Алисой, с Алексой Амазоновской, это тоже там голосовые технологии, то есть смещение языка и каких-то еще моделей. Далее, ну, self-driving cars, это в области компьютер vision, и там же с тем, чтобы, например, детектировать, вот у вас на полках лежат продукты, они начинают заканчиваться, и вот вы можете камерой отслеживать, как бы, сколько продуктов, насколько уменьшилось, потом послать это на склад, а вы можете вот эти добавить продуктов сюда, или, может, вообще автоматически заказать еще чего-то. И то есть какие-то такие отслеживания, особенно это все больше в ритейле этим всем занимаются, то есть много этих задач с этим связанным. И как раз вот они и с прогнозированием, и с компьютер-вижн вместе работают. Потом, если еще такие задачи связанные с прогнозированием, например, промо-акции, то есть чтобы человеку что-то предлагать, мы должны понимать, насколько это вообще как бы релевантно, то есть либо он мог и без вашей какой-то промо пойти купить, либо если мы ему запромоутим, он это купит, и мы получим намного больше буст, чем если бы он вообще как бы и не знал про это, или нет, есть такой uplift моделинг. И вот тоже таких как бы задач очень много. Вот. И просто это все вместе, еще и рекомендательных систем очень много строится. То есть вообще сейчас идет в направлении того, чтобы какие-то сервисы делать, которые бы люди просто продакшн подключали к рекомендательной системе, то как задачи уже более-менее понятны, но все равно еще... Рекомендательная система — это вот там бесконечная лента Фейсбука, выдачу Ютуба, например. Да, в Амазоне то, что продукты, а вот этот пользователь купил вот с этим то-то же, а может быть вы купите вот это. То есть какие-то еще предлагают дополнительные продукты купить. Получается, Data Science. Data Science — это большая сфера, делится на более мелкие. Специалист в области Data Science, он может быть, можно ли сказать, что ты, допустим, Data Science инженер, у тебя позиция Senior Data Science инженер. Значит ли это, что ты занимаешься всеми уровнями, которые ты назвала, от сбора, обработки данных до написания модели и там, выпуска этого в продакшн? Да, то есть
Если проект небольшой, то, в принципе, ты покроешь вообще все от бизнес-понимания, работы с заказчиком, определения, что это за задача вообще в целом, сбор данных. Если данных еще нет, то нужно посоветовать, как их собрать, потом смоделировать и собрать, потом какой-то оформить веб-сервисик, чтобы вы эту модельку использовали. Тогда да, ты, в принципе, с этим всем поработаешь. Иногда, если большой проект, то там уже могут, например, нанять дата-инженера, чтобы он занимался только пайплайном с тем, как бы получение данных, какую-то предварительную трансформацию, чтобы более-менее как почистить данные перед тем, как ты начнешь что-то моделировать. Потом ты таким каким-то моделями занимаешься, и дальше вроде ты получил какой-то у себя профит относительно этой модели, показали по метрикам заказчикам, им все понравилось, и потом еще может получиться вот machine learning инженер, там команда, которые будут внедрять куда-то в продукт заказчика, или будут оборачивать веб-сервис, который будет скалироваться, который там будет перетрениваться, и вот как бы они могут еще вот эту часть загнать. Но если у меня такое получалось, что у меня были относительно небольшие, поэтому я, в принципе, со всеми этими областями самостоятельно могла разбираться, то есть мне только, ну, буквально, если со стороны заказчика какие-то моменты уже помогали, либо девелоперы, когда нам нужно было именно стыковки, интеграции делать какие-то. На самом простом примере, от начала и до конца, можешь быстренько рассказать, как происходит работа с данными, обработка их и что мы получаем на выходе? Вот ты только что это очень быстро рассказала. Ну, допустим, что такое сбор данных? Правильно ли я понимаю, что там сбор данных — это может быть просто какие-то данные в Excel, которые ты просто сидишь и вручную анализируешь, тут не нужно никакое программирование? Ну, не совсем так. То есть в самом начальном этапе, то есть когда сбор данных, то есть тебе пришли, например... Давай какой-нибудь пример возьмем. Да, давай. Прикладную задачу простую. Там, не знаю, разделять яблоки и груши. Хорошо. Например, компьютер vision. Да, компьютер vision. То есть у нас есть картинки как раз, есть яблоки, у нас есть груши. Мы их сразу как бы уже здесь либо нам пришли с тем, что уже их разлейбливали, либо это значит, что им проставили конкретно. Вот есть было просто все картинки там были вперемешку, яблоки или груши, но могло быть так, что нам уже сразу как бы люди, ну, заказчики, у них уже кто-то их пролейблил, то есть им проставил, их в папочки распихал. И мы это есть разметка данных? Да, разметка данных. И тогда мы можем уже сразу приступать к какому-то моделированию. То есть у нас есть фактически данные, есть для них метка, которую мы хотим предсказывать, и из-за того, что уже здесь достаточно понятно поставлена задача даже в рамках Data Science, то есть как бы классификация яблоко или груша, то здесь все очень уже просто. Есть данные, но тут может быть проблема, что данных может не хватать, поэтому можем либо сами как бы их пытаться превышать, то есть поворачивать их, как-то на какие-то маски на них накладывать. Можем еще попросить, может быть, сфотографировать их в локациях, в которых вы там хотели бы их детектировать, и поэтому пойдут еще там заказчики или кто-то, кто им помогает, еще где-то пофоткают, чтобы увеличить покрытие, чтобы понимать, как бы, ну, от чего нам отличать, соответственно, это там яблоко. Либо если у нас еще дополнительно какие-то есть объекты, от которых нам будет сложно их, например, отличить, может, там какой-нибудь персик, то, может быть, нам необходимо их еще добавить, вот эти какие-то персики, которые у нас здесь есть, но мы их не хотим детектировать, но мы должны знать о них, чтобы негативные у нас были примеры относительно того, что, чтобы дальше уже работать с вот этими с яблоками и грушами. И вот здесь нужно вот в эти все моменты продумывать, как бы еще дособрать данные, если нужно разлейблить, нужно ли негативных еще больше, в каких условиях это будет делаться, а может быть, там будут это все, как будут вообще использовать систему классификации. То есть это будет просто откуда-то фотографировать, а может быть, это они будут с какого-то расстояния это вообще фотографировать, и нужно будет, соответственно, вот это яблоко уменьшать в таком размере, чтобы его можно было отклассифицировать. И вот все эти моменты, это вот на сборе данных, на бизнес-андерстендинге, вот как бы задача, как это все будет использоваться, мы сможем отобрать данные, а дальше уже вот у нас есть классификация, компьютер vision. Мы из-за того, что, в принципе, эта задача простая, то есть некоторые уже модели, например, тоже там ResNet, есть какие-то уже большие модели, которые тренировались на такого рода задачи классификации, и мы их можем дофайн-тюнить. Что такое модель? Модель — это описание как бы задачи, которые математическое объяснение как бы всей этой задачи. То есть запрограммирован математический алгоритм? Да, в котором есть веса, которые тренируются, то есть это те, которые меняются под конкретную твою задачу. То есть если есть, там, например, в нейронных сетях, вот у нас есть какие-то входы и выходы, а между ними там несколько слоев, и каждый слой, он описывается некоторыми весами, такими там матричками. И вот мы их необходимо так соптимизировать, чтобы как бы ошибка на вот этих выходах с тем, который правильный, который
проходит вот по нашей сети, чтобы она как можно было меньше. То есть нейронная сеть — это частный случай модели, Да. и мы на вход ей что-то подаем картинку нашу, и на выходе смотрим, Да, что что получилось. Если как бы правильно, Мгм. то значит, как бы, в принципе, вот здесь уже мы неплохо. Если неправильно, значит, нужно ошибку эту, такой backpropagation называется, чтобы эту ошибку распространить в обратном порядке и таким образом соптимизировать и поменять вот эти веса, перевзвесить все, что было до этого в Это модели. процесс обучения модели. Да, да. Отлично. В какой момент ты понимаешь, что модель готова? То есть нам необходимо в задаче всегда как бы не только как бы моделировать, нам нужно еще метрику, которую мы хотим улучшать. Мгм. И поэтому мы изначально, то есть выбираем метрику, в данном случае, например, классификация, то нам необходимо, вот есть такая метрика F1, которая это и точность, и полноту наших классификаций, и там их геометрическое среднее. И мы сможем вычислять, но мы оставляем часть, которая трейна, часть, которая валидационная, которую модель не увидит, и мы на ней будем проверять, насколько хорошо мы обобщаем вот этой моделью наши данные. То есть она только на тренировочном, потом мы запустили на валидационном, проверили, а сколько из них было правильных, сколько неправильных. И если у нас количество, наше уже качество нас устраивает, допустим, поставили с порогом, что вот 85% это уже то, что нам нормально для того, чтобы выходить в продакшн. Все, хорошо, мы это фиксируем, здесь и оставили как бы эту модель. Если необходимо больше, то тут есть варианты того, либо собрать данных, либо, может, надо модель более сложную, ну и дальше уже какой-то процесс идет итеративный, как бы получить выше. Но если мы получили тот, который нужен, метрику, то мы можем остановиться и дальше идти уже в продукционализацию. То есть дальше можно эту модель внедрять уже в какой-то программный продукт, и там это все дело использовать. Ты сказал, что нейронные сети есть. Нейронные сети — это подкласс или это класс моделей? Да, ну то есть это класс моделей глубокого обучения. Что есть еще там такого из популярного? Из популярного, то есть у нас есть, так как я говорила, что есть вот машинное обучение, в нем deep learning, и вот как в deep learning у нас нейронная сеть — это как бы базовая вещь, в нем как бы уже подразделяется, есть разные как бы уже там названия, связанные с тем, что это просто как бы полносвязанные, есть те, которые работают как бы именно с картинками, там они конволюционные называются, есть, которые обрабатывают данные последовательные, то есть у них там рекуррентные это называется, но это уже такие более сложные, то есть если прям базовая нейронная сеть, это будет вот один слой, вот есть вход, вот выход, вот есть какой-то вес, мы перемножили, какую-то активацию на них навесили, и вот как бы результаты. И это как бы такой, это простейший элемент, но в машинном обучении классическом там есть еще много других как бы алгоритмов, алгоритмов, то есть есть, например, простейшая какая-нибудь линейная регрессия или логистическая регрессия. Они даже как бы пересекаются, в принципе, с нейронной сетью. Логистическая регрессия, можно сказать, как бы самая простейшая нейронная сеть, которая вообще может быть. Вот. И она как бы вот придумала была давным-давно, уже самая там одна из первых моделей. Есть такие, как деревья, то есть это как мы принимаем решение, вот если возраст там меньше 17, то вот этот, там, например, человек, он там не пойдет сейчас работать. Типа блок-схемы. Да, такие вот блок-схемы. И это вот такая вот строится алгоритмом самостоятельно, а если мы хотим, чтобы оно было еще более таким, оно не запоминало все конкретно, мы хотим как можно больше каких-то таких деревьев построить, и потом их результаты аккумулировать, и, может быть, взять их средние, то есть хотим, что все они проголосуют, а мы выберем, например, того, кого они выбрали в большем количестве раз, или там в среднем. Вот. И такие тоже как бы алгоритмы есть. И самое главное, что они либо классификационные, либо регрессии. То есть классификация — это когда мы лейблики какие-то, вот яблоки, груши, а регрессия — это когда мы конкретное число, то есть цену в Airbnb какую поставить на квартиру, например, чтобы ее сдавать. И вот такие вот задачки. Где в этом всем программирование? Потому что многие думают, что Data Science — это программирование почему-то. Но это же, получается, программирование здесь на втором месте. Или нет? Я бы так не сказала. Но программирование здесь однозначно необходимо, потому что все эти эксперименты — это ты фактически вот пишешь код от того, что ты как бы собрал данные. То есть вот был простой сильный пример с яблоками и грушами, но, например, табличные данные. С ними как-то нужно много вещей. Например, задача того, что уйдет ли сотрудник или нет. И вот, например, у нас есть
наш сотрудник, там, возраст, пол, его, когда его повышали, когда еще, ну, то есть куча всяких информации, вот такие фичи называются. И вот эти штуки нужно обработать так, чтобы алгоритм понимал и умел с ними работать. И нужно почистить данные, нужно это все программированием ты занимаешь, потому что если ты это будешь вручную делать, то, соответственно, когда новый придет input, то тебе и вручную еще придется новые какие-то данные размечать. Поэтому здесь вот именно прописывается кодом, как ты обработаешь ту или иную фичу, приведешь ее к числовому значению, ты, возможно, развернешь их, будешь делать средние по ним, какие-то скользящие. То есть тебе нужно это еще все привести к какому-то единому виду, чтобы это все было Да. И алгоритмы понятно. только работают с числовыми данными, то есть если текст, его тоже нужно закодировать, чтобы он воспринимался и понимал, что как бы что с ним То есть делать. даже на этапе сбора и обработки данных мы уже программируем. Да, программируем. А потом уже моделирование, подсчет метрик. Но модели-то они уже все готовы. Но они готовы, но тебе нужно именно запустить вот эти модели, то есть тоже запускается кодом, прописать, как эти метрики будут высчитываться. Если это модель, которую тебе нужно файтюнить, соответственно, тебе нужно определить, какие еще дополнительно ты на эту штуку накрутишь какие-то слои, чтобы уже своей модельку дообучаться. И поэтому тоже это пропишешь ручками, программируя. Вот. И потом, когда это все будет уже продукционализироваться, то тебе нужно, чтобы вот эта вся логика того, когда придет новый какой-то input, то мы должны будем пройти его, опять же, трансформировать, почистить, прогнать через эту всю модельку, потом результат, возможно, его пост еще нужно будет постобработать, может, еще какую-то дополнительную информацию дособрать и в итоге отдать вот этот результат заказчикам где-то в какой-то продакшн-коде, в общем. Автоматизация пайплайна, получается. Да. Насколько это типичное программирование? Ты как девушка из мира .NET должна помнить ООП наши, все эти сайтики и все остальное. Насколько это похоже вот на ту разработку, когда ты по Бобу Мартину все делаешь, чистый код и все такое? Ну вот это все в продукционализации. Вот мне, например, нужно было веб-сервисик писать, который потом интегрируется с кодом всего нашего приложения. И вот этот мой веб-сервисик, вот там все то же самое. Там и тесты написаны, там и все классики, как эти данные получить. И понятно, что это все удобнее, как бы, когда ты это через ООП делаешь, особенно это в отличие от, например, других языков, которые, например, R, Julia, которые еще вот для Data Science используются, в них не так удобно потом работать вот с этой продукционализацией. Здесь мы уже сразу и на этапе уже обработки мы могли бы, в принципе, эти классики для того, как описывать данные, использовать, прописать какие-то методы, как это мы будем все делать, и тем самым уже просто перенести, дальше дополнить какими-то тестами, вот эти прописать как бы реквесты REST API, которые будут использоваться этим заказчиками, и все, как бы в целом здесь программирование достаточно как бы тоже много нужно сделать. Вот, но на этапе как бы экспериментирования оно чаще всего выглядит как бы такой, если видела Jupyter Notebook, и в нем вот эти наши интерактивные селлы, в которые мы прописываем, как бы, какие действия делать, там какие-то графички нарисовали, может быть, это не так много выглядит кода, но на самом деле пока ты подберешь какую модель, пока ты подберешь, как эти фичи трансформировать, ты еще очень много-много всего будешь писать и переделывать, поэтому тоже очень важно там трекать все эксперименты. Насколько нужно знать математику, математический аппарат развит, насколько должен быть, чтобы можно было уже войти в Data Science? Ну, грубо говоря, какие курсы универские нужно пройти для того, чтобы начать? Вот, или не нужно вообще ничего? Наоборот. Часто слышу от разработчиков, ну и, соответственно, когда я была .NET, то ребят тоже говорили, что вот как бы мы изучаем все эти математические дисциплины, они потом вообще в IT не пригождаются. Вот все, что мы изучали, начиная от мат-анализа, линейной алгебры, методы оптимизации, вот все это используется в Data Science. Если ты, сервер, статистика, если ты этого не понимаешь, то очень будет сложно понять, а почему модель не работает, а что ты сделал не так, почему здесь переобучение, а может быть там градиент где-то не пошел. И вот ты можешь там иногда начать ручками переписывать, а как это должно было быть, там просчитать какие-то статистики, построить эксперименты, гипотезы. То есть все это очень важно именно вот получить фундаментальные знания в университете. И как бы я была очень рада, что на эту штуку, этому уделяла очень много времени, и поэтому в принципе, легко было просто освежить перед тем, как там идти на собеседование, вот эти все моменты. Ну и плюс как бы в работе я действительно с этим сталкиваюсь. Особенно это
когда читаешь какую-то статью, которая вот есть arxiv.org, где рассказывают про какие-то новые state of the art, какие-то модели, и вот они кучу-кучу математики могут здесь описать, и если как бы человек, который с этим не связан, кажется вообще, что это здесь написано. Магия. Да, какая-то магия. Но если вот нормально вчитываться и вспоминать вот все, что как бы в университете было, то очень логично все это выстраивается, доказательства. Как думаешь, а эти знания можно у него в университете получить? IT-знания. Эти знания по научные? Научные, да, математические? однозначно. Где? Вот у нас в ПМИ, в БГУ, там абсолютно все, что было по математическим А знаниям. если не в университете? А если не в университете, то чаще советую, как понятное дело, курсами, книгами. То есть на Курсере очень много связанных и с теми же теориями вероятностями, статистиками. На Степике хорошие курсы тоже. Я проходила их, чтобы освежать памяти. Скинем парочку. Да, обязательно. Хорошо. Вернемся еще к программированию. Языки программирования и технологии, какие ты чаще всего используешь? Есть ли у вас какие-то устоявшиеся стандарты, которые нужно прям точно знать, чтобы начать? Да, однозначно нужен Python. То есть в 70% проектов будет Python, в которых начинают от моделирования до выкатки в продакшн. Поэтому вот быть как бы fluent в питоне — это прям must-have, и это и спрашивается на собеседованиях, потому что вот необходимо уметь и знать, как работать и как программировать, как вот эти эксперименты все поставить, как смоделировать и как пользоваться нашими как бы библиотеками, которые у нас вот постоянно работают. То есть это вот NumPy, Pandas, Scikit-learn. Также, если глубокое обучение, то можно либо TensorFlow, либо PyTorch. То тоже уже как бы PyTorch все больше завоевывает свои... Это все на питоне есть? Да, это все на питоне. И, соответственно, вот эти все фреймворки и библиотеки необходимо знать. И на самом питоне понимать, как он внутри работает, какие-то моменты, чтобы потом с перформансом не было прям проблем. Если ты понимаешь, как это все внутри работает, то это очень здорово. Слушай, звучит так, будто бы джунов в дата-сайенсе не бывает. Потому что мат-аппарат нужен, мощный язык программирования. Ну окей, должен быть, но тут еще куча библиотек и фреймворков, которые нужно понимать. Вообще есть джуны в дата-сайенсе? Конечно, и я начинала с... Какие требования к джунам предъявляют? Ну, на самом деле... Чем отличается джун, скажем, от мидла в дата-сайенсе? Тут скорее такое, что технически фундаментальные знания, они должны быть уже у джуна. То есть вот этот математический аппарат, если он не заложился на этапе учебы, вот тех же там курсов прочтения книг, если как бы университет был не на это направлен, то как бы джун и мидл, они не должны этим заниматься в плане, что в этот момент изучать. Они уже с этим багажом должны прийти. Это база. Да, это вот прям база. А дальше нужно вот именно понимание каких-то фундаментальных, например, классического машинного обучения. Если ты даже еще глубокое обучение не сильно трогал, это еще не страшно. Если ты понимаешь какие-то основы фундаментальные вот классического машинного обучения, это отлично. Это намного лучше, если ты по верхам будешь вот и того попробовал, запустил, и там что-то сделал, но в итоге не знаешь, как это работает в целом. Поэтому джуны, они должны вот именно вот как математики, какие-то вот те, кто хотят в исследовании, они еще не могут не понимать, как решать задачу. Они не могут поставить, может быть, еще, в простейшем смысле бизнес-домен задачу, кто могут, но еще весь процесс вот от того, что я описывала, там, сбора данных, моделирования экспериментов, они еще не совсем могут все это понимать, но хотя бы вот эти основы, как это работает, они понимают. И вот тем самым, когда уже middle разработчик, он уже больше может самостоятельно предлагать решения, он уже там может следить уже там, с джуном, может отслеживать и предлагать какие-то улучшения. Вот, а сеньор, он прямо как пришел и хоп, все, с заказчиком пообщались, мы тут решили, какую задачу, как это все будет решаться, вот мы сбор данных такой-то будет, вот потом итеративно мы пришли к моделям, и вот давайте еще там потом задеплоим. Вот он, если сеньор, то он уже все эти моменты знает и понимает, как это должно выходить. Очень похоже на классическую разработку, в принципе. В принципе, да. Что можешь посоветовать почитать для тех, кто хочет начать? Предположим, это ребята с техническим образованием. Во-первых, из-за того, что мы говорили, что Python — это прямо must-have, поэтому, например, изучаем Python Луца, это фундаментальная книжка. Потом, чтобы, в принципе, как бы порешать, можно либо курсы, в которых уже на Python нужно какие-то задачи решать, либо можно вот LeetCode тот же самый порешать, чтобы именно алгоритмические задачи, потому что все-таки алгоритмы — это тоже очень важно для дата-сайенса. Далее нужно быть, так мы собираем данные, необходимо хорошо знать SQL. Так что тоже вот вспоминаем SQL, решаем задачки, есть сайты... Именно реляционные. И реляционные, и если еще можно, например, там с Hadoop, если с Spark работали, то есть с Big Data, то это еще огромный плюс будет. Вот, потому что все-таки разные могут быть места, откуда эти данные можно собирать. Далее необходимо
ну, как бы вот этот математический аппарат освежить, все это вспомнить. И для этого, например, книжку Statistical Learning есть, которую вам тоже вот скину. Это вот тоже фундаментальное, базовое, там из Стэнфорда люди писали вот эту книжку, поэтому тоже это понимание отличное. Если уже плюс Python, плюс библиотеки, есть там Hands-on with Scikit-Learn и TensorFlow тоже, это такая книжечка. И для понимания бизнес-процессов есть такой Data Science for Business. Вот там как бы, и они по верхам немножко проходятся по алгоритмам, но они больше выдают инсайты в том, как же приступать к задаче, какие вопросы задать заказчику, что, вот, как ваше коммуницирование может помочь решить эту задачу. И вот я перечитывала ее несколько раз, и каждый раз нахожу какие-то новые моменты, которые я не запомнила или еще не понимала тогда. Поэтому это тоже хорошая книжка. Может быть, какие-то конференции можешь еще посоветовать? Конференции, сообщества? ODS и Open Data Science, там на самом деле прям и комьюнити классное, и то, что есть какие-то чаннелы с тем, где курсы, книги советуют. Вот если вы туда подпишетесь, то тоже уже Это где? Это в Slack. В Slack. Да, Open Data Science. А так по конференциям, то есть если есть прям такие широкомасштабные, которые там NeurIPS от ИМО или как-то такое, в общем, называются, но они могут быть слишком уже высокоуровневые, еще не совсем для джуна. То есть это уже advanced штуки, которые, может, не сразу и нужно изучать, иначе пропустишь с фундаменталкой. Вот. А так, начиная с книг, с курсов, на Кагле порешать задачки, хотя бы минимально посмотреть, как люди работают с данными, что они из них находят. То есть очень так. По твоей субъективной оценке от 0 до 10, как сложно войти в Data Science на фоне других IT-профессий? Мне кажется, ну, если десятка — это самое сложное, да, то 7-8 — это точно, потому что большой должен быть. А что бы ты на 10 поставила? Хотя, ладно, может быть и даже больше, может быть и 8-9. На самом деле сейчас не могу придумать, какой же там десятку, это просто такой слишком уж какой-то, наверное, сложный момент, наверное, solution архитектора, там, у которого прям большой опыт должен быть. Хорошо. И последний вопрос, за что ты любишь свою работу? Я люблю свою работу за то, что это такое смешение и ресерча, и разработки. То есть ты, во-первых, нету таких каких-то рутинных задач, постоянно что-то новое происходит. Ну и плюс ты какой-то видишь импакт от того, что вот как бы заказчику хоп, вот ему нравится то, что ты какую-то штуку предложил, она улучшила их процессы, и ты видишь эти метрики, числа, и это не просто ты какую-то фичу запилил, и она просто как бы работает, а тут ты прям видишь, вот там плюс 10% мы увеличили там объем продаж, там, вот это. И ты такой, класс, я что-то чем-то помогаю в этой жизни. Круто, спасибо большое. С нами была Мария Иванина, Senior Data Science разработчик, инженер, Senior Data Scientist. Вы смотрели выпуск IT Борода Шорт специально для Anyway Club. Оставайтесь с нами, через несколько недель вас ждут новые, интересные, увлекательные рассказы про следующую профессию. Также не забывайте пользоваться бонусами, которые вам приносит членство в нашем клубе Anyway Club. Все, всем спасибо. Покедова.